Всем привет! Сегодня у нас видео о вибро- и шумоизоляции потолка. Как снять обивку потолка? Это целая, длинная и отдельная история. Она будет, конечно же, по ссылке в описании. А сейчас непосредственно о самой поклейке, о материале, расход которого я обязательно укажу в описании к ролику. Вот сейчас, значит, с чего мы начнем? Начнем мы, как обычно, с мытья и обезжиривания оклеиваемой поверхности. Поехали. Хотел поделиться наблюдением. Посмотрите, насколько жестко сделан потолок. Насколько часто у него стоят ребра жесткости. То есть вот большой промежуток над водителем и пассажиром. Вот довольно большой промежуток. А потом через каждые, наверное, 20 сантиметров идут усилители крыши. Шикарно. Молодцы. Берем до более знакомый нам бензин галоша. Обильно смачиваем тряпку и начинаем обезжиривать всю оклеиваемую поверхность. Дальше будем кроить материал. Сначала вибру, потом шумку. Переднюю часть поклеили вибру, на задней пока нет. Вот так вот все это сделали. Сейчас надо вот это вот все будет дело обезжирить и вырезать кусок шумо-теплоизоляции. Все, наклеил слой шумо-теплоизоляции. Нигде не стал, естественно, перекрывать стык, вернее, край вибры. Все наклеено только поверх вибры, нигде не залез на голый металл. Все, сейчас обезжириваем следующие места на крыше и также наклеиваем вибру и шумоизоляцию. С обязательным обезжириванием, как обезжириванием металла, так и обезжириванием вибры для последующей наклейки на нее шумки. Все, дальше, значит, у нас пойдет приклеивание пробы пера, конечно, приклеивание проводки ко всему этому делу, но все покажу поэтапно. Вот такая вот промежуточная красота у нас образовалась. То есть перед закончен, самый зад тоже закончен. Здесь у нас еще результат, как я уже говорил, промежуточный. Вот так вот всю вибру прикатываем. Если где-то образуются пузыри, обязательно их прокалываем и закатываем. Пузырей допускать ни в коем случае нельзя. Вот, на что хотел обратить ваше внимание. Это вот на эту штуку. Это у нас третий ремень заднего ряда. Он крепится вот здесь болтом на 10 и вот здесь болтом на 14. Я его не поленился и открутил, чтобы здесь все хорошенько закатать. Антенну обошел вот так вот. Все, сейчас докатаю здесь и доклею здесь шумку. Все готово полностью. Провода я решил все-таки не приклеивать к этой шумке. Проще будет все-таки ее вернуть на законные места, приклеить на крышу. Так что сейчас приступаем к сборке в обратном порядке. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи в работе.